Просто послушай, эта информация про тебя. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодняшняя наша с вами встреча посвящена диагностике вашего пространства. И если вы чувствуете, что что-то идет не так или что-то происходит, не пойми что и не пойми как, этот расклад для вас. Друзья, сегодня мы проведем общий расклад Таро, диагностику, в принципе, на наличие негативного влияния, но он будет связан непосредственно с вашим здоровьем, с вашими ситуациями, с вашими энергетиками. И я бы хотел его разбить на 3 отдельных расклада. Поэтому вы можете выбирать номер 1, 2 или 3. Но лучше всего, если вы прослушаете от начала до конца и возьмете что-то свое. Опять-таки, если вы хотите выбирать вариант, выбирайте вариант. Можно выбирать комбинацию 1, 2, 2, 1, 3, 1, ну и так далее. Да? То есть 2, 3, 3, 2. Но можно еще выбрать, допустим, по одной из карт. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. Вот 3 варианта. И каждый из этих вариантов символизирует состояние энергетики здоровья. Поэтому вариант номер 1, вариант номер 2 и вариант номер 3. Приблизительно на каждый из вариантов мы потратим минут по 10, максимум 15, чтобы не сильно и затягивать. И начнем. Итак, вариант номер 1. Смотрите, если у вас происходит очевидное в жизни, очевидное невероятное, да, как говорится, очевидно вероятная какая-то негативная ситуация в вашей жизни, если вдруг происходит, то можно сказать и заподозрить, что у вас есть порча с глаз. Да? Вот. Если вы чувствуете, что вот как будто сглазили, как будто подменили, как будто бы вот идет обвал, да, и вы вот так вот, как говорится, знаете, вот смотрите на ситуацию, да, вот на себя со стороны, и немножко вас вот, выштыривает, как говорится, да, то здесь вот очевидно можно сказать, что есть какой-то негатив, да, в плане сглаза именно. Но смотрите, опять-таки, что-то происходит на глазах не очень хорошее, или что-то произошло у вас на глазах. Мало того, вы вдруг плохо стали видеть. Или наоборот, вы лучше стали видеть, но вот это то, что вы лучше стали видеть, вы стали замечать что-то не очень хорошее. Прежде всего, вас будет страдать именно чакра номер 6, да, вот это аджна, да, она называется, или 3-й глаз. Ну и могут быть бессонница, страшные сны. Может быть, кто-то на вас положил глаз, и вы знаете, вот око в око вы встретились с кем-то, да. Поэтому вот первый симптом по первому сценарию негативных программ каких-то или событий у вас это именно глаза и видение. Или вам, например, приснился сон, и он начинается по какому-то сценарию развиваться не самому лучшему. Давайте посмотрим, что происходит в вашей жизни вообще. Что происходит в вашей жизни? Давайте 3 карты посмотрим. Самое основное, что происходит, да. Карта номер 1, карта номер 2 и карта номер 3. Это могут быть любые события, которые характеризуют, ваши обстоятельства, так сказать, да. Давайте, первое, что происходит. Здесь происходят скандалы, ссоры, стычки, схватки, обострение отношений прежде всего. В коллективе может происходить что-то не очень хорошее. И то, что происходит нехорошее в коллективе, это может быть не только коллектив, да, но это может быть и семья. Близкие люди, да. Не обязательно на работе, да, а именно близкие люди может быть вот именно вот то, что мы сейчас с вами вот здесь наблюдаем.
Может быть действительно такое, что вы подрались с кем-то, именно прямо подрались, и прямо вот физически подрались, не энергетически, а физически какая-то стычка, толкнули кого-то или, может быть, случайно задели, зацепили, а на вас посмотрели косо. Такое часто бывает. Не обязательно это кто-то из близких людей, да, или на работе кто-то там, чудит, да, или в семье, да, из родственников, например. А именно вот случайный взгляд, который пробивает энергетику, особенно если вы были с переломом с каким-нибудь, или в состоянии, где ваш иммунитет, как физический, так и энергетически дал какую-то слабину. То есть, вы были в состоянии выгорания из-за того, что просто много расходовали энергии. Понимаете? Что еще происходит в вашей жизни? Состояние такое, знаете, это называется состояние нестояния, когда вроде бы что-то происходит, да, вот так вот. Но и вроде жизнь хороша, но вы вот ничего не хочу, ничего не буду, да, вот, вот такое ощущение, что вы как будто бы насытились происходящим, от всего устали и в свою жизнь никого не хотите впускать. Поэтому вот эта карта, она как будто бы, знаете, вам прям все надоело, а возможностей у вас полно, да, вот много возможностей у вас. Вы можете себе позволить то, можете позволить это, да, там, может быть, можете себе на воздушном шаре покататься, позволить, да, или поехать куда-нибудь, например, на Сейшелы, да, или на Мальдивы, или на Багамы, да, или там куда вам нравится больше, да, или еще куда-нибудь, да. Море-то тут есть. Может быть, знаете, кусок в рот не лезет, такая ситуация, а может быть, наоборот, прям заедаете. И смотрите, может быть, алкоголизм, да, начинается, вроде бы вы его как контролируете, но вам лучше прекращать с этим делать дело. А может быть, вообще не пьется и не естся ничего. Скорее всего, вот больше ничего не лезет и не пьется и не естся. Но опять-таки, пережор, смотрите, тоже может быть символом, да, этого негативного состояния. И перепой, даже если вам кажется, что вы контролируете, каким-то образом эту ситуацию вот с алкоголем, с выпивкой, да. Следующая карта в вашей жизни происходит алхимия. Что это такое? Смотрите, скорее всего, что-то есть, и у вас выпадает алхимия. Но как она проявляется в вашей жизни? В вашей жизни она будет проявляться следующим образом. Будет постоянно что-то булькать. И булькать это будет живот, прежде всего, кишечник. Раз будете чувствовать себя. Из-за этого у вас с пищеварением не очень. С желчным и изжогой может быть не очень. Поэтому обращайте просто на это внимание. Далее. Приготовить что-то покушать вам будет достаточно тяжело. Или приготовить качественно. То есть ваша еда, которую вы готовите, она будет не та еда, которую вы привыкли готовить. Может быть, вы что-то стали необычное уже готовить. Прямо из ряда вон в связи с этим. И из ряда вон это не очень хорошо у вас будет получаться. Почему? Потому что это искусство приготовления, прежде всего, пищи, энергетики, усваивания энергетики, а вот здесь усваивание есть. То есть у вас в организме процессы такие происходят, что не усваивается ваша среда, то есть отторгается ваша среда внутренняя. Окей? И смотрите, вы не можете достичь компромисса, опять-таки, или помириться, или договориться с окружающим миром. Опять те же ссоры, рассорки, скандалы, побои, пинки, стычки и агрессия, может быть. И на работе, может быть, здесь не сколько о работе. Если вы человек творческой натуры, то структуры, или зарабатываете творческим путем, то, скорее всего, вы как будто бы знаете, есть такое, что вроде бы как прилагаете усилия, но эти усилия у вас, они направлены на достижение цели, но цели вы не достигаете.
Давайте посмотрим на рунах, куда вам падает энергия, вот прямо, и какая руна. Так, у нас руна Солнца, она падает на пищеварение, ближе к пищеварению, кровь пищеварения. То есть, смотрите, обращайте внимание на пищеварение. Это очевидно Солнце, это глаз тоже часто. Смотрите, глаз выпадает, глаз. Поэтому я вам, больше именно, что у вас был именно больше с глаз или такая порча, которая деформировала ваш энергетический кокон, и вы просто начинаете болеть вот этими видами заболеваний. Да, я их в кавычки беру, потому что я не делаю вам медицинскую диагностику. Я вам показываю, обращаю ваше внимание с точки зрения эзотерики. И даже иногда шизотерики. Даже. И то она тут будет работать в этом случае. Ну, давайте посмотрим, кто это, более детально. Откуда идут эти энергетики на вас, да? Откуда оно берется. Откуда оно берется. О, смотрите, кольцо. Кольцо это кто-то из ближнего окружения все-таки у вас. Поэтому, если это не посторонний человек, то это на работе, начальство, кто-то из членов семьи в том числе, или родственников. Так, дальше смотрим. Ситуация рискует у вас закольцеваться, и вы можете попасть в такой узел повторяющихся негативных ситуаций, да. Так, здесь у нас идет букет. Это влияет на ваши отношения, поэтому здесь ссоры, рассорки идут. И это может идти от женщины, которая может быть и одинокая, и вдова в том числе. Ну и последняя карта. Бумеранг. Если только это не кара Господня, кара небесная, то вам еще может еще и кто-то мстить и вот знаете, целенаправленно давить, продавливать, чтобы увидеть, как вам плохо. То есть за вами наблюдают, за вами смотрят. То есть это делается для того, чтобы понять, ага, я хотел или хотела, чтобы этому человеку было плохо. Вот идет как будто бы обратка. Поэтому смотрите, какие виды магии. Классический из глаз, классическая порча, симптомы, те, которые я описал, мотивы, месть, возмездие, идет, скорее всего, из ближнего окружения и от ваших родственников. Что делать? Классические чистки, в принципе, начинать с этого, и там уже нужно смотреть. Чистка, отвязка вам здесь, рекомендуема в этом случае. А все остальные обряды, ритуалы, в частности, возможно, коррекция судьбы и родовых программ, это уже нужно смотреть индивидуально, да, надо это, не надо и так далее. И вообще это уже, если и делается, оно делается немножечко позже, погодя, после того, как сделана чистка, отвязка, проходит время, и вы уже сами будете смотреть, как у вас налаживается ситуация. И еще может быть рассорка. Специально вас хотят поссорить. Вот такие вот карты у нас сегодня. Будут повторяться. Я решил все-таки, вот какие-то карты могут выпасть по второму кругу. Давайте, друзья. Единственное, что вот эти карты-сигнификаторы у нас повторяться не будут. И сигнальные руны. Я сегодня работаю, кстати, с 3 оракулами и ведьмиными рунами, да. Оракул, карты Таро и ведьмины руны. Там даже 4 оракулами. Давайте звезду положим, солнце точнее положим. Следующий расклад номер 2. Настройтесь на свою ситуацию. Думаю, что будет интересно, да. И помните о том, что это общее сканирование, а индивидуальное сканирование, оно обычно идет по фото, по энергетике непосредственно человека, а потом уже подключка эгрегоров, визуализации эгрегоров Таро. Да? Смотрите, здесь прям легкие. Если вы задыхаетесь, но это не связано с болезнью легких, это не связано, допустим, с вирусами, воспалением легкими, с ковидом, это не связано. Просто вы стали хуже дышать.
Не потому, что вы там курите по 2 пачки сигарет в день, не дай бог, да. Просто вот у вас одышка, задышка. Вам не хватает кислорода. Вы можете ловить панические атаки. Утомляемость, головокружение. Тяжело ходить, тяжело двигаться. Анемия происходит, занемение какое-то, охлаждение конечностей. Именно охлаждение. Не в жар бросает, а охлаждение. Обращайте внимание, но смотрите, обычно, когда легкие выпадают, вас душат. Душат обычно вот энергетически через чакру номер 5, пятую, горловую чакру, и через чакру сердечную. То есть у вас 5-я и 4-я чакра, сердечная и горловая, анахата и вишудха будут, по идее, если вот вас проверять вот так ручкой, да, и смотреть непосредственно рукой, то вы будете там, в этих зонах, у вас будут какие-то аномалии, я бы, допустим, почувствовал, скорее всего. Но давайте посмотрим, что здесь, на что еще можно и нужно обратить внимание. Зайдем с ведьминых рун, а потом посмотрим на картах Таро и Оракуле. Перемешаем их хорошенечко. Но если у вас, допустим, вы сделали недавно рентген и вдруг какие-то отклонения, то оно тут тоже может быть. Имейте это в виду. Ага. У нас улетает вот сюда. Смотрите, здесь ветер или воздух, вот это вот кручение. Снова что-то повторяется. То есть, смотрите, у вас симптоматика какая? То есть, это уже было, и вот опять, да? То есть, это повторилась ситуация. То есть, эта ситуация может быть хроническая, да? И это уже синдром какой-то, да? То есть, есть еще что-то, а может быть просто это хроника, которая вот повторяется, да, какой-то синдром, да. Окей, то есть это повторилось, пусть будет так, ну, то, что показало, то и говорю, снова, да, снова выпало за пределы, снова, и оно извне идет снова. То есть это, скорее всего, не ваше. Ну, я имею в виду, эта энергия, которая на вас, она, скорее всего, не ваша. Ну, давайте посмотрим, чего она касается в вашей жизни. Позиция 1, позиция 2 и позиция номер 3. Ну, что бы тут ни выпало, смотрите, это действительно такая как бы общая ситуация, но применяйте ее к своей ситуации, естественно, ну, согласно пониманию того, что это общий расклад. Да, не забывайте о том, что это все-таки общий расклад. Итак, первая позиция. Смотрите, Паж жезлов. Эта ситуация повторилась. То есть она идет извне. И она идет, знаете, с чем? С новостями. И эти новости, они не очень хорошие. То есть вот ваша вот эта задышка, она из-за плохих новостей. Не обязательно плохие новости – это тот негатив, о котором мы говорим. Но обычно идут плохие новости сперва, даже вот из утюга, да, условно говоря, ну или из интернета, да, там, из ютуба, откуда угодно, по радио, в новостях, газеты, журналы и так далее, там, соцсети. Или же на вас давят именно негативной информацией, то есть вам дают ложную информацию, ложные новости, или об вас оболгали, да, то есть, или говорят на вас плохие слова, вот такое вот. Но оно не ваше действительно, но вы это принимаете к себе, и оно на вас начинает давить. Ну, здесь я вижу просто пока что вроде бы как огонь, и, ну, это может быть и мужчина, и женщина, в принципе, но он какой-то молодой, или она какая-то молодая, да, или моложе вас этот человек. Дальше. Может быть связано и с мужчиной, и с женщиной. Особенно если это треугольник. Вдруг, допустим, ну вы, например, женщина, а у вашего мужчины есть там любовник, любовница или соперник, соперница, да, понимаете? Дальше здесь 13-й аркан присутствует. Будьте осторожны. Ситуация, которая развивается на фоне этого всего, если чувствуете, что это правда, то ну, с вами не шутят по 13-му аркану. Кто не знает, что такое 13-й аркан, это энергия Мартидо. Да? Или погуглите название этого аркана.
Поэтому, ну, вы сами догадались, что это за кобыла такая с черепом, да? Тем не менее, кто-то опять или снова взялся за свое и давит вас как минимум информационно. Эта информация может быть и слова, и энергия. Это может быть и начитка. Но, опять-таки, здесь как бы приближенная диагностика, а не 100% или 99%. Да? Ну и третья карта. Здесь отшельник или отшельница. Объясняю, что это такое. Это бьет по вашему здоровью однозначно. Легкие, прежде всего, гортань, трахея, бронхи, сердце и все, что связано с кровеносной системой, с кислородом, обогащением кислорода, обновлением регенерации клеток. Болезни, заболевания, любые также, но особенно то, что я только что перечислил, просто состояние здоровья ваше оставляет желать лучшего. Именно лучшего, потому что отшельник – это именно карта здоровья всегда и целительства. Поэтому вам вот прежде чем лечиться или оздоравливаться, исцеляться энергетически, магически, вам лучше пойти обследоваться сначала и взяться за свое здоровье с точки зрения медицины, то есть спасать физическое тело, а потом идти путем энергетического спасения. То есть, если вы чувствуете, что на вас возобновилась атака, и вам реально на букву «Х» но никак не хорошо, срочно сделайте обследование, начните выздоравливать, а потом занимайтесь всякими обрядами, чистками и так далее. То есть вам в исцеление через классическую медицину. Вот он, доктор ваш. Но опять-таки здесь, если, допустим, у вас, вот как у человека, особенно у женщины, был аборт, вдруг незапланированный, ну, не аборт, извините, выкидыш, да, то есть, или прерывание беременности незапланированное, вот так вот. Вот это вот тоже здесь может быть, и тогда это, видите, вот здесь рыба, мертвая рыба рядом, а здесь 13-й аркан, а здесь ребенок. Я это озвучиваю специально для того, чтобы вы услышали. И если вы подозревали, что на вас будет атака во время беременности, и вдруг произошла вот это вот незапланированный срыв, это оно. Если у вас была на кону какая-то сделка крутая, и вам кто-то, ну вы знаете, что есть враг, кто-то пообещал, что, извините за выражение, нагадит, вам нагадили, к сожалению. Оно есть здесь. Не обязательно это ребенок. У вас могло просто сорваться что-то по работе или по бизнесу здесь. Плоды ваших трудов, они рядом с энергией 13-го аркана, они как выкидыш идут. Поэтому вы и теряете. Если вы утратили большую сумму денег, потеряли недавно, или прогадали, или что-то купили, а оно вот вышло из строя, какие-нибудь неудачи, пожары, всякие вот такие вот бедствия, это все, ну, бедствия в вашем окружении материальном. Но прежде всего здесь страдает здоровье. Ну, так вот. Хорошо, давайте посмотрим немножечко деталей, что здесь. Но я скажу так. С вторым раскладом шутить вам шутить с этим нельзя. То, что идет начитка, оно идет по воздуху. Поэтому вы задыхаетесь. Смотрите, здесь воздух, ветер, да, ну это ветер, воздух, кручение, да, идет. Движение, перемещение, да, вот идет. И вы вот именно будете задыхаться, да, как будто бы. И вам шутить с этим не стоит, поэтому смело, как говорится, к доктору, и после того, как вы наладите вот это свое первичное здоровье, уже будете заниматься обрядами, ритуалами. Ну, давайте посмотрим. Первая карта, смотрите, то, что сейчас происходит, или то, что уже произошло, это только вершина айсберга. Это только еще цветочки, и вы еще много чего не видите, не слышите, не знаете и не чувствуете. Но, к сожалению, если вы отлавливаете здесь резонанс, у вас еще, как говорится, знаете, как все впереди, да, вот так вот. Поэтому не затягивайте с этим, идите, сдавайте анализы классическому доктору, вашему там терапевту, которому вы доверяете, да. Вторая карта.
Смотрите, идет стрела. Вот эта ситуация, она у вас внезапно была в прошлый раз и внезапно в этот раз. То есть вы постоянно вот, как будто бы вас вот стреляет кто-то стрелой, или с ружья стреляет, или вот вас это выбивает, да, вот, и оно попадает именно в вас, оно попадает туда, куда надо. Вот, и процесс будет, вот, если вы сейчас этим не займетесь, то этот процесс будет развиваться по экспоненте, то есть процесс будет ускоряться, и остановить его вам будет тяжело, к сожалению. Поэтому не шутите со вторым раскладом. Ну и третья карта у вас еще может быть подключка. Кстати, руна вот эта упала вот здесь. Да, ну я сейчас включу немножечко, да, вам покажу. Она упала вот здесь, вот. Но она упала снова и рядом подселение, ну вот так вот между снова и подселением. Здесь может быть подключки через тонкое поле, через астрал, да, через ментальные подключки и так далее. То есть вы во снах будете чувствовать что-то не то. И сны, да, у вас могут быть аналогичные, что-то не то со снами. Бессонница, кстати, тоже может быть. И вот подселенцы и сущности, вот эти вот астральные вещи, все они могут здесь быть. Ну, скажу так, долбают вас серьезно и хотят вас серьезно добить. Поэтому здесь шутить не нужно со вторым вариантом. Но всегда, когда выпадает 13-й аркан, я бы не рекомендовал шутить, если я его вижу у себя в диагностиках, хотя я Таро редко пользуюсь на диагностиках, но тем не менее, если он выпадает, то это плохой признак совсем. Окей, идем дальше. Позиция номер 3, друзья. Я думаю, что вы готовы, настроились на свою ситуацию, на свои события, да. Начнем, смотрите, да. Ну и помните о том, что это все-таки общая диагностика, а индивидуальная диагностика даст более, вам точный, да, более правдивый или еще более правдивый результат. Ой, друзья, смотрите, во-первых, вы, скорее всего, своего противника, если он есть, знаете в лицо. Это раз. Но обращайте внимание на свои волосы прежде всего. Ломкие, выпадают, секутся, меняют цвет, кожно-волосные заболевания, да, дерматиты, да, волосяного покрова. Может быть, не обязательно волосы на голове, может быть и другие волосы, сами знаете, разберетесь, не буду уточнять. Тем не менее, все, что связано с волосяным покровом, может страдать. Это часто говорит о том, что чакра 6, 7, 6, 7 у вас под давлением, под ударом. Связь с высшими силами, с защитниками, с ангелами-хранителями у вас ослабленная. И вам ее, как минимум, желательно укреплять или восстанавливать. Может быть, она вообще отсутствует. Я не могу сейчас сказать, да. Но для того, чтобы проверить, да, вам необходимо поговорить со своим ангелом-хранителем тет-а-тет, да, А когда вы последний раз с ангелом-хранителем вообще разговаривали вич-на-вич, кажут, да? Поэтому за правым плечом у вас ангел-хранитель, а за левым энергия 13-го аркана. Поговорите с правым плечом и услышите, есть ли у вас эта связь. Окей, думаю, что вы услышали. Давайте посмотрим все-таки. А как энергетически и какая руна, да, выпадает? Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь смотрите, у вас ангел-хранитель. Это око всевидящее. Здесь у вас выпадает пустота, хаос. Здесь у вас подсвечу вылетает руна еще одного ока, очевидности, и триксель на фоне сглаза. Смотрите, если у вас есть соперник, треугольные отношения, вам есть над чем подумать. Над чем, извините, подумать. Но мы сейчас посмотрим. Здесь вроде бы пытаются пробить вашу защиту. Вот это все руны, которые относятся к защите. Обычно.
И здесь есть и око Всевышнего, и есть и око, которое может быть под вопросом, особенно вот это, да, вот это очень хороший глаз, а это такой может быть хороший, может нехороший быть. Поэтому давайте так скажем. Как минимум, здесь либо треугольные отношения, треугольники, но это триксель, это хорошая карта, руна, но она падает на сглаз у вас. А здесь пустота, хаос. И пока что я вижу, что как будто бы вашу связь с высшим миром, именно с высшим миром, пытаются, ослабить, давайте так скажем. Кто это, что это, будем смотреть более детально сейчас на картах. А руны нам просто подсказывают. Так, здесь четко сглаз, четко око светлое, темное, и четко хаос, и есть на чем подумать. Хаос есть над чем подумать, еще есть и отношения в треугольнике. Возможно, да, тут уже смотрите по себе. Давайте посмотрим, что за симптоматика у вас происходит еще помимо выпадения волос или проблем с волосяным покровом. И еще с дерматиты, да, вот с проблемы с кожей. Может быть аллергия какая-то, да, там перхоть, сыпется, вот это вот тоже может быть, но оно такое, знаете, не просто перхоть, а конкретно так, да, сыпется что-то, да. Шелушение, да, высыхание. Естественно, если это не возрастное, вдруг оно появляется ни с того, ни с сего в кавычках, да. Первое, смотрите, повешенный. С кем-то вы связались, с человеком, с каким-то, не знаю, не с тем человеком вы связались. Как минимум, и ситуация ваша может быть, не самая лучшая. И может быть у вас такие симптомы, что время замедляется, останавливается или тянется как резина. Но здесь эта карта, она может говорить о кармическом узле иногда, но мы-то здесь видим сглаз и триксель. Тут как бы и переплетение тоже есть, поэтому мы кармический узел не отбрасываем здесь пока что. Но вас очень сильно останавливают. И здесь тройка есть. Здесь тройка жезлов, тройка интересов. Тройка интересов, особенно если есть мужчина. Тройка интересов, особенно если есть бизнес. Бизнес, деньги. Мужчина, если он с деньгами, и мужчина, если он в отношениях. Треугольник, классический треугольник в отношениях. Поэтому смотрите, у вас останавливается, вот что у вас может происходить? Останавливается бизнес. Останавливается финансовый канал, останавливается перспектива. Вы никуда не можете ни поехать, ни пойти, прячетесь от кого-то, или что-то прячете, или что-то не можете найти, ищете, теряете время, теряете перспективу, упускаете шанс хороший, в том числе и в отношениях, в том числе и в работе, и в бизнесе. Финансовый канал останавливается, и вы начинаете платить дорого. Если раньше вдруг вы платили недорого, то вот сейчас вы можете платить дорого. То есть каждый, условно говоря, день пребывания в этой ситуации, в вашей ситуации, вам обходиться будет все дороже и дороже. Скажите, оно вам надо это или нет? Да? То есть, пребывать в этой ситуации вам выгодно или нет? Я не вижу, чтобы здесь было выгодно по вот этим картам, да, которые я беру и поднимаю. Крайние, повешенный и четверка пентаклей. Поэтому смотрите. Упущенные возможности, проигранное время, вы постоянно куда-то опаздываете, не успеваете, не в тот вагон садитесь, условно говоря, не на тот самолет покупаете билет, не в тот отель покупаете номер, да, заказываете, бронирование переносится. То есть вот такой вот бред происходит в вашей жизни. Почему бред? Вот он хаос. Его величество пустота заставляет вас подумать. Скорее всего, здесь треугольник, либо в отношениях, да, соперник-соперница, либо вы стали частью
чьего-то интереса, но он здесь тогда, скорее всего, финансовый. И на кону поставлена очень крупная сумма денег, в том числе может быть недвижимость, которая переходит по наследству. Особенно если человек уже на том свете, а вы все еще как-то делите какое-то имущество. Но давайте посмотрим, что здесь за разновидность магии. Но здесь может быть любая магия от сглаза до любой магии, которая пробивает вашу энергетику и вносит в вашу жизнь хаос. А если вас проверять по фото, то у вас будет вот такая вот спираль, да, как будто бы вы намотаны, условно говоря, на вентилятор, да, ну, ваша энергетическая вот эта вот нить, да, она как на веретене, да, намотана будет. Ну и вот она намотанная на веретено, да, вот висящая, это ж опять веревка, которая намотана на человека. Хорошо. Позиция 1, позиция 2 и позиция 3. Окей. Смотрим. Ну, смотрите, то, что я говорил, вы оказались между молотом и наковальней. И, скорее всего, это какой-то треугольник, и тут интересы именно трехсторонние интересы. И вы где-то между этим местом и вот этим молотом. Вот где-то вот здесь посредине. Поэтому на вас и смотрят с разных сторон. И хорошим глазом, и не очень хорошим глазом. Но эти обе руны, они хорошие в принципе, но они могут носить значение и не очень хороших, да, в принципе. Ну, то есть с глаз может быть. Перспективы. Что у вас за перспективы? Перспективы у вас теневые или ушли в тень. То есть вы проигрываете свои перспективы, проигрываете свои возможности. И если раньше это был свет, ну, тройка жезлов это всегда свет, то сейчас это тень. То есть ваши перспективы превратились, ну, выпали на дно или превратились в тень. А тень это еще и рогатая, как говорится, да. Ну и последняя финансовая карта. Вашим финансам грозит застой, грозит остановка бизнесу, если вот вы в этой ситуации. Кто этот человек прежде всего? Кто-то из трех, но здесь еще есть дама трифовая. Трифовая дама – это женщина Овен, женщина-лев и женщина-стрелец, которая вот шипит и говорит: я тебя укушу, да, или грозила вам, да, то есть вы ее, скорее всего, эту женщину знаете. Может ли это быть умершая женщина? Ну, как бы эта карта не о умершей женщине, но, тем не менее, если у вас была женщина, которая там при жизни вам угрожала, а потом ушла, то она, получается, вас достает с того света, но только через какую-то темную подключку, через теневую подключку. Кстати, вам будет помогать руна Торисас. Ну, если вы на запястье ее нанесете и почувствуете тепло, значит, она вам будет помогать. И обряды, ритуалы с руной Торисас вам, в принципе, ну, могли бы пойти на пользу. Поэтому это просто можно учесть, но это не панацея здесь, она просто здесь участвует. Что делать здесь, в этой ситуации? Ну, здесь нужно наблюдать, естественно, и если в вашей жизни нет таких ситуаций, что вы, ну, попадаете в какие-то опасности, тогда эта ситуация, она не требует экстренного вмешательства. Но, поверьте, вам очень быстро надоест, когда вы почувствуете, что ваша блокировка настолько затянулась, что время, пространство, не только финансовый поток, но время и пространство вокруг вас остановилось, и вы, ну, как будто бы оказались в темной комнате, где ничего не происходит, да. Ну, тоже непонятно, надо оно вам или нет, но это уже, знаете, как решать именно вам. И если вы чувствуете, что действительно вы по какой-то причине попадаете в резонанс в том или ином раскладе, и ситуация очень похожа, то лучше делать именно индивидуальную диагностику, потому что все, что вы видите в YouTube у меня или у других мастеров, это все резонансная терапия, по сути, и, ну, она служит для того, чтобы вы настроились
как бы на волну свою и сонастроили ее с волной мастера и проверили себя и мастера на совместимость. Искренне желаю мира вам, вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Берегите свою энергетику и работайте с ней. Все будет хорошо. Услышимся. Па-па.